Здравствуйте, дорогие наши подписчики и гости нашего канала. Сегодня поговорим о том, что... Обзор Honda Ridgeline Sport. Отличный грузовик, нуждающийся в новых технологиях. Вы никогда не сможете точно предсказать, когда в вашей жизни произойдут серьезные перемены. Когда моей бабушке недавно поставили диагноз деменция и она была переведена в центр длительного ухода, это оказалось толчком, заставившим меня тоже переехать. Это именно тот спонтанный поворот событий, за который владельцы пикапов любят свои грузовики, хотя вместо обычных Ford или Chevy именно Honda Ridgeline Sport 2021 года помогла мне собраться и выехать. Это может быть связано с тем, что он уже внес большие изменения, добавив серьезное расстояние между тем, что вы видите здесь, и первыми 4 годами выпуска среднеразмерного грузовика второго поколения. Это не значит, что больше нет возможностей для совершенствования, особенно когда речь идет о технологиях. Обновление для переосмысленного Ridgeline. Honda Ridgeline второго поколения, представленная в 2016 году в качестве модели 2017 года, основана на модифицированной версии платформы Honda Pilot третьего поколения. Трехкосная рама и усиленная задняя стойка делают цельный пикап среднего размера более прочным и легким по сравнению с Ridgeline первого поколения. Как и в случае с грузовиком предыдущего поколения, задача Ridgeline второго поколения не обязательно состоит в том, чтобы отобрать потребителей у конкурентов, таких как Chevrolet Colorado, Ford Ranger и Toyota Tacoma, хотя Honda не возражала бы, если бы такое воровство действительно произошло, но дать поклонникам Honda Equire грузовик, предназначенный для того, чтобы их подъездные пути и гаражи оставались зонами только для Honda. Модельные годы 2020 и 2021 годов претерпели самые большие изменения для нынешнего Ridgeline. В 2020 году модельный ряд отделки салона сократился с 7 до 4. Sport заменил RT в качестве базовой модели. Собственная шестиступенчатая автоматическая коробка передач H6 была заменена 9-ступенчатой коробкой передач ZF в том же модельном году, а комплект Honda Sensing и 8-дюймовый сенсорный экран стали стандартными для всех остальных комплектаций. В 2021 году Ridgeline получил фейслифтинг с новыми передними крыльями, квадратной передней частью с вертикальной решеткой, более яркими светодиодными фарами и новым задним бампером для размещения двойных выхлопных патрубков, связанных с 3,5-литровым V6. 2021 модельный год также стал первым годом для пакета Honda Performance Development Package, который был у Ridgeline Sport, который я рассмотрел, с прочными расширителями крыльев, 18-дюймовыми легкосплавными дисками HPD в бронзе, наклейками и значками HPD, а также решеткой радиатора для пакета HPD. Та же мощность, больше передач, чтобы растянуть все это. С начала правления Ridgeline второго поколения в выставочном зале только один двигатель перемещал передние, до 2021 модельного года, или все 4 колеса. 3,5-литровый J35Y6, впервые использованный в Equire TLX 2015 года. Двигатель также используется в Honda Pilot третьего поколения и продолжает использоваться в Honda Odyssey 2018 модельного года и далее, и P-Sport 2019 модельного года и далее. Безнаддувный V6 с 24 клапанами Sakai VTEC развивает мощность 280 лошадиных сил и крутящий момент 262 фунт-фут, крутящего момента на все 4 колеса через вышеупомянутую автоматическую коробку передач ZF с 9 скоростями и систему полного привода Honda iVTM4. Двигатель из алюминиевого сплава имеет переменный рабочий объем. Количество цилиндров уменьшено с 6 до 3 для экономии топлива. Первоначально 6-ступенчатая автоматическая коробка передач, созданная Honda, занимала место между V6 и местом, где крутилась мощность. В 2020 году Honda передала бразды правления ZF, чей 9-ступенчатый автомат 9HP48 уже приводил в движение P-Sport, Pilot и Odyssey, а также Equire TLX и негибридные модели MDX 2016-2020 годов. Намерение
решение состояло в том, чтобы улучшить экономию топлива, хотя результатом, как отметил Отто Рублаг еще в 2019 году, было всего лишь увеличение на 1 миля на галлон в городе и потеря 1 миля на галлоне на шоссе. Но, по крайней мере, у этих 280 лошадей есть больше места, чтобы растянуть диапазон мощности. Верно, держите телефон под рукой. Honda Ridgeline 2021 года, расположенная позади V6, состоит из кнопок и ручек. Нет тактильной обратной связи, как у Hyundai Santa Cruz, самого близкого грузовика, хотя и компактного, к цельному духу Ridgeline. На приборной панели и на рулевом колесе просто куча вещей, которые можно нажимать и крутить. Конечно, я обнаружил, что некоторые элементы управления не такие интуитивно понятные, как другие. Точнее, круиз-контроль. В течение нескольких дней я не знал, что нужно сначала нажать кнопку «Главное» над элементами управления круиз-контролем с правой стороны руля, чтобы вообще использовать круиз-контроль. Даже в 2023 году HUD не будет доступен ни в одной из 4 комплектаций, хотя это ничто по сравнению с основным недостатком — информационно-развлекательной системой. Новая система находится далеко от того, что будет внутри 2022 года, чтобы представить Ridgeline. Помимо того, что Sirius XM выглядит как система из предыдущего десятилетия, что так и есть, Sirius XM не был доступен в комплектации Sport 2021 года и недоступен в комплектации Sport даже в модельном году 2023 года. В отделке RTL есть Sirius XM HD Radio. На уровне отделки салона Sport также нет OEM навигации, что является вопиющим упущением, непростительным для 4-го модельного года 2020 годов. Полезность на дни, в то время как техническая сторона Honda Ridgeline 2021 года не соответствует требованиям, ее предназначение как грузовика попадает в яблочко. Сегодня я не знаю ни одного другого грузовика, который бы обладал такой полезностью, как Ridgeline. Задняя дверь с двойным открыванием делает погрузку и разгрузку очень легкой, лучше, чем у РЭМ с раздельной задней дверью, которая открывается в 3 направлениях. Чего у РЭМ или любого другого современного грузовика любого размера, если на то пошло, нет, так это багажника, который защищает запасное колесо и инструменты для замены шин от непогоды, а также все, что вы хотите сохранить сухим. Однако, если вы решите использовать багажник у задней двери, с левой стороны есть удобный слив, чтобы опорожнить растаявший лед было легко, как в воскресенье. Что касается самой кровати, она может вместить до 1600 фунтов полезной нагрузки, а заднее сиденье в пропорции 60-40 в салоне можно сложить для большей гибкости. Жесткий складной чехол для кровати доступен во всех комплектациях за $1175. Мне повезло, что мне не нужно было арендовать трейлер, чтобы позаботиться обо всех переездах, хотя, если мне нужен трейлер, Ridgeline может буксировать до 5000 фунтов. Это ставит его в один ряд с Honda Santa Cruz, хотя и оставляет его лучше всех других грузовиков в собственном классе Ridgeline. Самый высокий из максимумов, самый низкий из минимумов. С Honda Ridgeline Sport 2021 года были запланированы две вещи. Во-первых, переехать из моего старого дома в дом моей мамы, а во-вторых, отвезти пару моих друзей из Твиттера на гоночную трассу Мартинсвилл в Риджуэе, штат Вирджиния, всего 90 минут или около того, вдали от дома. Что не было запланировано, так это то, что в мой первый день с ключами двигатель просто отказывался крутиться. Столкнувшись с кучей рождественских огней на приборной панели, водителю эвакуатора пришлось сбросить аккумулятор, чтобы загрузить его на платформу. Через день специалисты сервисной службы местного дилера Honda нашли причину и, как и предсказывал оператор эвакуатора, виноват аккумулятор. Ничто не сравнится с потерей дня переезда на что-то, что можно было бы заменить на подъездной дорожке моего, теперь уже бывшего, домовладельца за считанные минуты. В воскресенье утром мои друзья из Твиттера прибыли в дом моей мамы. Затем они запрыгнули со мной в Ridgeline Sport, чтобы отправиться на юг в Мартинсвилл. На южном маршруте было много изгибов и поворотов, что дало грузовику возможность продемонстрировать все, чему он научился в собственных автоспортивных программах Honda. Короче говоря, он ехал и ехал как во сне. Моим друзьям также понравились тканевые сиденья, они отметили, насколько они удобны даже сзади. Поездка домой по шоссе была такой же приятной, 280 лошадей везли всех нас троих без особых проблем. Хороший грузовик,
хотя другие лучше. После недели использования Honda Ridgeline Sport бросается в глаза то, насколько хорошо этот грузовик справляется со своими задачами. Это помогло мне переехать со старого места, в том числе принести тонну предметов для переработки на большие заставы по переработке отходов в городе и его окрестностях, а также оставить несколько предметов в мамином шкафчике возле ее дома. Все доступное пространство в кузове и задней части кабины было задействовано, что сделало перемещение настолько простым, насколько это возможно. Только я загружаем и разгружаем все повсюду. Поездка на мою первую в истории гонку была такой же замечательной на Ridgeline, особенно с парой друзей. Все вещи для грузовика, которые могут вам понадобиться, обрабатываются без нареканий. Однако есть несколько вмятин, и я не включаю импровизированную буксировку. Самым большим из них является устаревшая технология и отсутствие функций, которые должны быть у такого грузовика, особенно в преддверии 2023 года. Отсутствие передней камеры, а также боковых камер усложнило парковку. Упущение навигации в базовой комплектации Sport тоже абсурдно. Оценка EPA для Honda Ridgeline Sport составляет 18 по городу, 24 по шоссе и 21 по совокупности. На петле между смотровой площадкой Дрейпервилли в округе Пулоски, штат Вирджиния, я расходовал в среднем 27 миль на галлон, хотя за переезд и посещение гоночной трассы Мартинсвилл я потратил $50, чтобы сжечь 3/4 бака. Заполните топливный бак объемом 19,5 галлонов. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить интересные новости от мировых автопроизводителей.